Почему мужчина теряет интерес? А, Два основных момента, которые вижу на практике. Момент первый. Это когда девушка, женщина начинает вести и проявлять себя по-другому, чем в тот момент, когда у мужчины возникла к ней симпатия. Например, вы с мужчиной работаете в одной компании. И как-то он на вас вроде как не смотрит как на женщину, и вы на него не смотрите как на мужчину. Ну, то есть просто вот какие-то такие приятельские отношения. И в какой-то момент он начинает оказывать вам знаки внимания. И вы так к нему присматриваетесь, и вроде тоже он интересен. И в этот момент вы начинаете стараться. Включать какие-то вот эти рекомендации от женских тренеров, как-то загадочно себя вести, взгляд вот как-то так, походка такая, что-то там, интриги какие-то, где-то там не ответить, где-то ближе дальше поиграть и так далее. Что-то, в общем, вы начинаете делать, стараться вы начинаете, да, или, ну, не знаю, что-то такое продемонстрировать ему важно. И вдруг видите, что чем больше вы стараетесь, тем больше он теряет интерес. В чем дело? Дело в том, что вы ему понравились какой-то, да? То есть вот в момент, когда он начал проявлять интерес в вашу сторону, вы уже ему понравились. И здесь раз вы начинаете совершенно другое что-то транслировать. Естественно, у него такой разрыв шаблона, да? Ну, мне вот такая девушка понравилась, а она оказывается вблизи вообще другая, да? И он теряет интерес. Есть классная демонстрация этой типичной ситуации в сериале «Секс и город». Там одна из серий, где Миранда, вот героиня, она занимается в спортзале, да, и такая вся, ну, в каком-то старых футболках, без макияжа и так далее, и вдруг на нее обращает внимание очень красивый парень. Она еще такая по сторонам посмотрела, ну, на кого он смотрит, да, она не верит, что он может на нее смотреть. Ну, в итоге он пригласил ее на свидание, и тут она решила, ну, проявить себя максимально там женственно и красиво. Она нарядилась, вот каблуки, макияж, и такую вот роль взяла такой роковой красотки, да, уверенной в себе, раскрепощенной и так далее. И он после этого свидания пропал. И вот, да, она в недоумении, почему так, почему в старом облезлом каком-то спортивном костюме она ему понравилась, а здесь вроде как такая же красивая, яркая, и нет. А потому что влюбился он, ну, влюбился, вызвало что-то у него отклик, именно вот в этом что-то, да, мы не знаем что, но здесь он увидел другую девушку, и, естественно, ну, дальше продолжения не было. И то, что я вижу вот в клиентских случаях, это бывает достаточно часто. Реже бывает ситуация наоборот, когда, например, вы встречаетесь с мужчиной, и в начале отношений, вот вы не были знакомы, это сразу какой-то завязывается флирт, там, симпатия и так далее, и девушка очень сильно старается, изображает из себя какую-то роль, которая ей не свойственна в жизни. И, естественно, ну, на цыпочках долго не походишь, и рано или поздно, там, на какое-то пятое, десятое свидание, женщина, девушка начинает становиться, ну, самой собой, да, это начинает сквозить. И у мужчины точно так же разрыв шаблона, что вот была одна, а теперь какая-то другая, да, идет потеря интереса. Но второй вариант встречается все же реже. Почему? Потому что в искусственный образ влюбиться достаточно сложно. И когда вот девушка, женщина играет, ну, как правило, мужчин это редко цепляет, особенно мужчин таких психически целостных, да, внутри. Вот, где-то, ну, если у него там свои какие-то сильные травмы, да, какие-то вот такие нарциссические вещи, он может на это клюнуть, да, так сказать, внутри. Вот, и тогда вот эта ситуация может, ну, то есть этот же сценарий может вот таким образом разыграться. Второй вариант, почему мужчина может терять интерес, это когда девушка сближается сильно быстро. То есть, смотрите, любые отношения, они проходят определенные стадии. Да? Это стадия, ну, такого флирта, да, стадия, когда вот люди понравились друг другу, но это еще не отношения, да, это вот какая-то такая игра. Да? Дальше идет сближение, ну и потом третий этап, это когда люди уже, ну, каким-то образом договариваются, что они пара, да, это может быть заключение брака, гражданского брака или просто отношения, ну вот, да, все понимают, что мы пара. И часто бывает так, что вот есть первый этап, флирт, игра и так далее, и когда
когда мужчина и женщина переходят во второй этап, где уже предполагается секс и так далее, но это еще не пара, вот здесь получается такой разнобой мнений, да? Чаще для девушек вот второй этап — это мы уже пара, а для мужчин еще нет, понимаете? Вот бывает и наоборот, кстати, да, но все же девушки больше этим грешат, да, желанием выдать второй этап за третий у себя в голове. Поэтому важно, да, помнить, что, ну, да, есть вот эта этапность отношений. Иногда эти этапы очень быстро пара проходит, иногда там на года это растягивается, но все же, да, понимаете, что есть второй этап, где у вас уже есть секс, у вас уже есть ну, какие-то общие дела и так далее, но вы еще, ну, но нет еще вот проговоренности или какого-то вот, да, что вы пара. И вот тут важно, да, у себя осознавать, насколько вы воспринимаете себя парой и насколько мужчина, с которым вы в отношениях, воспринимает вас парой. Если на втором этапе будет слишком сильное давление со стороны женщины, у мужчины будет потеря интереса, и где-то он будет так давать заднюю, да. Давление — это не только про слова, да, что вот, я не знаю, там, да, какие-то претензии и так далее, это и эмоциональное давление, да, когда, например, вот я на втором этапе уже считаю нас парой, то для меня тогда, например, не знаю, он на выходных там не предложил куда-то сходить или там, ну, вместе провести, и у меня внутри что? Может быть обида, какое-то это, я начинаю замыкаться и так далее. То есть все равно эмоционально я становлюсь такой вот тяжелой. Это чувствуется, и, соответственно, идет такой вот, может происходить потеря интереса. Вот, поэтому здесь важно осознавать, как вы относитесь, да, к этим отношениям, считаете ли вы уже внутри себя, вот, что это пара, и как ваш партнер к этому относится. Ну и третий момент — это, знаете, и все остальное, да. Может быть миллион причин, почему мужчина теряет интерес. Начиная от его внутренних, заканчивая какими-то внешними, что-то у него с бизнесом, еще что-то. То есть любой человек, он сильно больше каких-то, знаете, схем, алгоритмов и так далее. Вы никогда не узнаете причину. Что важно делать, если вы замечаете потерю интереса? Ключевое — это включить состояние интереса внутри себя к своей жизни. Да? Наполнить свою жизнь чем-то, что вам интересно. То есть самая худшая стратегия — это сидеть и разбираться, а почему он потерял интерес. Самая лучшая стратегия — сделать интересной свою жизнь, вот этот промежуток, когда вы без него. И если это получится, произойдет следующее. Либо этот мужчина вернется, и интерес его будет более ярким к вам, либо он, ну, уйдет из вашей жизни, и тогда это про то, что, ну, где-то вы на разных с ним частотах живете, и, в общем-то, рано или поздно это бы все закончилось, и хорошо, что закончилось сейчас, да, без сильных потерь. Вот. Поэтому учитывайте и наличие третьего варианта тоже. Нам хочется всегда, знаете, когда мы задаем такие вопросы, вот почему у мужчин снижается интерес, почему пропадает это, мы хотим, да, получить какие-то ответы, которые подойдут для каждой пары. Но таких ответов нет. И это наше желание контролировать, да, потому что если я знаю, я могу как будто бы проконтролировать. Но там, где есть контроль, там все меньше и меньше любви и меньше пространства для создания по-настоящему близких и настоящих отношений.